Привет! Crazy Mouse Peak начинает свое путешествие в Бразилии. Рио-де-Жанейро! Привет! Ставьте лайки, жмите на колокольчик и будьте всегда со мной. Я прилетел в Рио-де-Жанейро и поселился, конечно же, на самом знаменитом, самом долгожданном для многих туристов пляже Копакабана. Это мечта многих тысяч людей попасть сюда, ощутить дух этого пляжа, атмосферу, настроение, поплескаться в волнах, ну и, конечно же, понять, что ты таки да в Рио-де-Жанейро. Вот эта набережная узнается всеми, кто либо мечтал побывать в Рио-де-Жанейро, либо уже был, потому что вот эта мозаика, которая украшает набережную, сделана известным художником, который разрисовывает муралы в Рио-де-Жанейро. Ну и вот он сделал такую набережную. Именно этот рисунок, это его авторство. Она узнаваема на всех фотографиях, картинках. Волна! Океанская волна. Длинная! Закрутить вас может только так. Нужно быть осторожным. Но вода очень чистая. Местные ребята стоят. Сейчас днем это все безопасно. А ночью лучше с такими ребятами не встречаться. Потому что в Рио криминогенная обстановка. Очень опасная. И очень можно нарваться на неприятности. Поэтому самим лучше не ходить. И не заходить в районы, которые здесь называются фавелами. Да, это такие трущобы. 4 километра белоснежного пляжа, солнечных эмоций, футбола, танцев, сальсы, фестивалей. Это все пляж Копакабана. Crazy Mouse Peak из Рио-де-Жанейро. Все для вас, для того, чтобы вы знали, что путешествия делают вашу жизнь лучше и интересней. Друзья, сейчас я буду подниматься на гору, где стоит статуя Христа. На станции поезда стоит вот такая инсталляция. Много флагов. Вообще здесь очень рады туристам. И даже в ресторанах тебе на столик поставят флаг твоей страны в знак приветствия, да. И, конечно же, я буду покупать открытки. Для того, чтобы самые мои активные друзья получили сюрпризы. Смотрите, что я уже выбрал. Вот. Вот, Рио. Hello. Ой. For me. For me? Yeah. Очередь на станцию. Вот такая железная дорога. И подъемчик будет на гору. Вон там. Ой, я в предвкушении. Вот так буду стоять. Вот так. Вот так поднимаешься на поезде наверх. Живописная дорога. Вот! Какая красота! И по лестнице наверх к цели. Статуя Христа. Достопримечательность Рио-де-Жанейро. Самая большая статуя, водруженная на высокой горе. Хотя, говорят, что она не такая большая, как кажется. 28 метров размах рук. Миллионы туристов посещают эту статую. Все стремятся попасть сюда, чтобы сказать здравствуй. И сделать вот так на фотках. Чик!
И вот такой вид открывается за спиной Иисуса Христа. Кстати, все, что находится за спиной, это все построено в 20 веке уже. Когда эту статую поставили, все, что видел Иисус Христос, это был город перед ним. За спиной ничего не было. Все, что построено новое, это уже через век. А теперь я нахожусь на горе, с которой видна статуя Иисуса. Видите, если присмотритесь, вон там вдалеке. Верхушка горы, находится там Иисус, а рядом, уже ниже, я могу посмотреть на город Рио-де-Жанейро, на Сахарную голову, на которую я тоже сегодня поднимусь, на залив, где стоят яхты, на фавелы, то есть нашим языком трущобы. Впечатляет, да? Меня тоже Рио-де-Жанейро. Я приехал в очень знаковое место для туристов в Рио-де-Жанейро. Это стена, на которой нарисованы 5 континентов и представители 5 этих континентов. Эту стену, такой огромный мурал, который в длину 100 метров, в высоту 16, нарисовал бразилец. Он живет в Сан-Паулу. И его пригласили в Бразилию к Олимпиаде нарисовать вот такой мурал. Он известен во всем мире. И вот этот мурал сегодня я вам тоже показываю. Друзья, это знаменитая лестница Соларона. Он ее сделал сначала в виде просто бразильского флага, а теперь он ее украшает плиточками со всего мира, которые ему присылают люди. Вы посмотрите, как красиво. Вы видите? Красивейшая, ярчайшая. Казалось бы, что тут такого за произведение искусства? А нет. Здесь есть своя изюминка, здесь есть бразильское сердце, здесь есть красота и любовь ко всему яркому, необычному. Ой, смотрите, прям карта какая-то. Здесь столько плиток интересных, красивых. Здесь просто музей, можно ходить часами. А вон вверху, посмотрите, тоже класс. И все это тоже выложено ступенечками. Посмотрите, на них можно залезть. Вот каждая ступенька особенная. Бразилия 2010. Вот награда тому, кто добежал наверх. Флаг Бразилии. Яркая лестница. Ну и, конечно, счастливый турист Рио-де-Жанейро. Это сегодня я. И я желаю вам также стать туристами Рио-де-Жанейро. Фоточку. Посмотрите, какие муралы. Насколько интересно сделано. Здесь все выписано маленькими надписями. А перед нами одна большая карта. Друзья, сейчас я буду подниматься на Сахарную голову. Это третья по посещаемости достопримечательность. Первая, конечно же, пляж. Вторая — это статуя Иисуса Христа. И третья — это Сахарная голова. Сейчас я буду на ней. Первая гора называется Урка, вторая уже Сахарная голова. Сначала мы поднимаемся на эту гору, на Урку, а потом следующий фуникулер нас перевезет на Сахарную голову. Полетели! Ха-ха! Ну вот, первая гора покорена. Друзья, перед вами первый вагончик, который возил людей на Сахарную голову, на смотровую. Посмотрите, какой он яркий, необычный. Привет! Вот такая смотровая площадка. Открывается вид на океан, на статую Иисуса Христа. Ну,
Просто невероятное зрелище. Мы еще поднимемся выше. Вот сколько яхт, посмотрите, друзья. Здесь, конечно, не очень хорошо купаться, но очень хорошо выходить в море. И, конечно же, быть владельцем яхты и в яхт-клубе состоять. Смотрите, кого я встретил. Это маленькая обезьянка, которая называется игрунок. Она как пальчиковая. Посмотрите, какой я по сравнению с ней большой. Друзья, вот он вид сахарной головы, тот вид, который я вам обещал. Я вижу, как люди спускаются и поднимаются в вагончиках для того, чтобы тоже посмотреть на эту панораму. Здесь можно встречать рассветы, здесь можно встречать закаты. Здесь можно быть в любое время суток, потому что это невероятный вид. Класс, друзья! Путешествуйте, наслаждайтесь, открывайте для себя прекрасный мир. Кстати, да, и ставьте, пожалуйста, лайки у меня на канале. Не забывайте становиться моими друзьями.